Приветствую, дорогие друзья на канале. В сегодняшнем ролике я хочу с вами поговорить о качестве сборки новинки Chevrolet Trailblazer 2021 года. У автомобиля несущий кузов. Раньше, конечно же, в других поколениях автомобиль был рамным, но разработку данного автомобиля доверили подразделению GM в Южной Корее. И, конечно же, получился вот такой вот интересный автомобиль, немного схожий по дизайну с Hyundai Creta. И, конечно же, уже это не тот рамный внедорожник, к которому мы с вами привыкли. На чем сэкономил производитель и в чем отличается, конечно же, корейская сборка этого американского автомобиля. Этот двигатель развивает 150 лошадиных сил для России. И для всего мира 155 лошадиных сил. Для России он немножко дефорсирован. Крутящий момент 236 ньютона-метра. Также хочу сказать, что блок цилиндров хоть и алюминиевый, но гильзы в нем чугунные. В максимальной комплектации RS, как у меня, 18 диски. И с ними уже клиренс автомобиля увеличивается и равен 194 мм. До защиты. На 17 колесах равен 183 мм. И действительно, это очень честный клиренс. И даже в такую вот снежную погоду, благодаря полному приводу, вы сможете с легкостью проехать. Редуктор японский, раздатка американская. А, конечно же, задняя подвеска в данном автомобиле. Торсионная балка, но не простая балка, а балка с механизмом Уатта. Сейчас на экране вы сможете более подробно увидеть, как это все расположено. Вот так выглядит подвеска автомобиля. И, конечно же, немного бутафорский выхлоп, но при этом он сдвоенный. Грузоподъемность у Chevrolet Trailblazer нового поколения 472 килограмма в комплектации с полным приводом. И хочу сказать, по подвеске в автомобиле, несмотря на то, что торсионная балка, я могу сказать, что действительно подвеска очень мягкая и очень хорошо управляемая. Действительно, на большой скорости автомобиль не заносит, не ловит кренов и управляется весьма достойно. Вернемся к двигателю. Двигатель хоть у нас трехцилиндровый, но здесь есть балансировочный вал. И благодаря балансировочному валу мы получаем уменьшенный шум и вибронагрузку. Также вы можете увидеть, как вообще расположено подкапотное пространство в автомобиле. Аккумулятор у нас находится как раз в дополнительном чехле, кожухе. Для наших зим это очень хорошо. И верхний капот идет с небольшим уплотнителем. К сожалению, как вы видите, он не работает, и весь автомобиль, вся его подкапотное пространство очень грязное, к сожалению. Бачок омывайки расположен в удобном месте, и действительно вам будет очень удобно сюда его заливать. Гарантия на данный автомобиль интересная. По дополнительной программе гарантия 5 лет и 150 тысяч километров пробега. Автомобиль, как заявляет производитель, полностью оцинкованный, и гарантия от сквозной коррозии 6 лет, что немаловажно. Конечно, нет, это не дотягивает для европейских производителей, но да ладно, давайте мы с вами проверим качество сборки данного автомобиля. Капот, я уже сразу вижу, что он оцинкованный. Вы можете обратить внимание, что образовались вот такие сколы от эксплуатации данного автомобиля. Автомобиль тестовый, и в данном автомобиле 7000 километров пробега. И могу сказать, что цинк здесь работает, вполне себе ничего не зацвело, несмотря на сильные реагенты в московском регионе. И, конечно же, вот этот покатый капот, как вы видите, было бы здорово, если бы часть была бы пластиковая, тогда бы не летело бы все в эту часть. Но производитель решил сделать таким образом конструктив этого автомобиля, и поэтому я очень рекомендую в данном автомобиле делать дополнительную полиуретановую пленку, чтобы просто не было вот этих вот проблем, когда у вас сходит краска. Либо, конечно же, все это дополнительно подкрашивать в процессе эксплуатации. Впереди вы видите габаритные огни. Тут же в этом блоке расположены поворотники. Честно, очень напоминает Chevrolet Camaro. И ближний свет и дальний расположен в данном отсеке. Также есть противотуманные фары. Маленькие, нижние, забивается грязь, ну да ладно. И, конечно, за момент тестирования данного автомобиля, сейчас у нас обычная погода, дождя, снега, ничего нету. И вот вы можете увидеть, как запотевают габаритные фары. И есть небольшое запотевание ближнего и дальнего света. В принципе, ближний свет фар вы сможете увидеть на отдельном ролике. На канале не забудьте подписаться. И там я более детально рассказал все про эксплуатацию в темное время суток. Ближний свет идеальный, но с дальним, конечно, есть нюансы. Поэтому, если вам интересно, переходите. Справа будет ссылка на этот ролик.
Далее, друзья, как я уже сказал, автомобиль в комплектации RS. Давайте мы с вами замерим лакокрасочное покрытие в данном автомобиле. 120. Вот в этой части давайте посмотрим. 140, в принципе, неплохо. Но капот немножко тонкий для безопасности окружающих при ДТП. Для деформации. По зазорам в автомобиле все прекрасно, все идеально. В стыке замечательные, ничего не натирает. И в этом, можно сказать, отличный плюс. Но, как я уже сказал, в автомобиле хоть и полностью прикрытые пороги, но не хватает дополнительных уплотнений, чтобы не было вот этой грязи. Сюда нужна дополнительная резинка, которой, к сожалению, нету. Иначе у нас образуется все равно грязь, и ваши пассажиры, которые выходят из автомобиля, к сожалению, получают грязные штанины. Давайте посмотрим кромку крыши. 181 микрон. Также, если надавить, все очень упруго. Тут уже точно не тонкий металл. И даже если я давлю своим весом, тут у нас металл не прогибается. Также могу сказать, что как я являюсь владельцем Geely Coolray, очень мне напоминает эта панорамная крыша, как в Geely Coolray. Точно такие же уплотнения, такой же конструктив. И, конечно же, панорама у нас китайского производителя Fuyao. Но в Coolray используется также она с Webasto, от производителя Webasto. Здесь же у нас просто стекло Fuyao. И действительно, люк очень схож по своему конструктиву. Также есть сеточка. Но, обратите внимание, никаких трусов Coolray здесь нету. Все очень аккуратно скрыто. Я имею в виду тканевый потолок. Очень все здорово сделано. Уплотнитель сам по себе шершавый, матовый, очень толстый. И это плюс. Также мы видим дополнительные уплотнители здесь. Поэтому все очень даже герметично сделано. И вот можно увидеть, что технически все в автомобиле чистенько. Рейлинги в автомобиле настоящие, не бутафорские, как любят делать китайские производители. И действительно на них можно размещать дополнительно бокс на крышу. Несмотря, что даже автомобиль с панорамной крышей. В автомобиле очень правильно спроектированные рейлинги. Вы можете увидеть, основание идет металлическое и рядом облицовка в виде пластика. Здесь также мягкий пластик. Сделано так, чтобы никакая влага не поступала в данный рейлинг. Китайские производители, пожалуйста, научитесь так же делать. Так, давайте мы проверим с вами двери. 120 микрон. Идеальные двери. 117. В принципе, все нормально. А дело в том, что корейская покраска, к сожалению, всегда имеет небольшую толщину лакокрасочного покрытия. Но зато смотрите, прям все по заводу. 120 микрон полностью везде. Тут крылья у нас 112 микрон. 135. Так, давайте посмотрим заднюю часть автомобиля. Автомобиль имеет очень красивый дизайн. Посмотрим заднюю кромку багажника. 130. 120. Это все у нас металл. Как говорится, оцинкованный, самое главное. И часть спойлера, давайте мы посмотрим. Да, вот эта часть тоже металлическая. Все остальное идет пластик. И, конечно же, тест на Chery Tiggo 8 Pro. Спойлер у нас не ходит. Единственный звук появляется от того, что он немножко примерз. Но самое главное, что он неподвижный. И действительно при мойке у вас вода не вытекает вот отсюда и из других технологических отверстий. Это большой плюс. Антенна выглядит таким образом, немного бутафорская, но действительно ловит очень хорошо сигнал. И за это, в принципе, можно похвалить. Но, конечно же, было бы здорово, если был бы акулий половник, либо бы, как делают китайские производители, антенна в нити обогревов. Мне кажется, это новое поколение, которое должно быть уже в каждом современном автомобиле. Автомобиль, как вы видите, после ледяного дождя обогревы отлично справляются. Есть обогревы зеркал, заднего стекла, подогревы сидений, вентиляция сидений и обогрев руля. К сожалению, на передней части автомобиля обогревов нитей обогрева и лобового стекла у нас отсутствуют. Но при этом вы видите, автомобиль выглядит вот с такой черной крышей и действительно очень имеет отличный вид. Брызговиков штатно в автомобиле нету.
Но и задняя корма имеет вот такую красивую оптику. Выглядит как будто косточка. Стекла во всем автомобиле KAC, корейские стекла. Ну, среднего качества, скажем так, не будем мы лукавить. И нить обогрева, друзья, обратите внимание, нить обогрева расположена на самом дворнике. То есть дворник у вас всегда будет тепленький и будет хорошо чистить вам заднюю часть автомобиля. Также давайте мы с вами посмотрим на вот эту часть. Тут у нас расположена камера заднего вида. Из-за низкого расположения камеры в плохую погоду, в снег, дождь придется часто очищать заднюю камеру. Задняя камера, очень хорошая картинка, информативно, есть разметка динамическая, ну и очень хорошая детализация. И, конечно же, кнопка открытия багажника. Тут у нас установлен сервопривод, мы можем автомобиль открывать с ключа, чтобы открывалась задняя часть багажника. Но камера очень сильно пачкается. И все реагенты, конечно же, летят именно в эту часть. Но, слава богу, здесь стоят светодиоды для подсветки вашего номерного знака. Давайте для интереса проверим лакокрасочное покрытие внутренней кромки. О, 60. Очень хороший показатель, действительно. Здесь 45. При этом, ну да, немножко такая матовая, шершавая поверхность. Просто это нужно для того, чтобы понимать, будет ли здесь от вот этого уплотнения налеты и стирание краски. Пока здесь этого я не замечаю. Крышка весьма высоко открывается, на 1,85 м примерно. И ну, здесь, конечно, да, мы видим вот такой вот болт. Не особо эстетично, учитывая, что мы все педанты. При этом автомобиль имеет дополнительный подпол. Давайте мы с вами его посмотрим. Вот такой подпол. Подпол очень толстенький, хороший. И, конечно же, докатка от производителя Maxxis и дополнительный органайзер. Но здесь вы можете регулировать пол. Сейчас я уменьшил объем багажника, но при этом я сделал дополнительную нишу, чтобы можно было что-то разместить туда. Или, к примеру, можно было переночевать, учитывая, что здесь в автомобиле есть ровный пол. Но 150 миллиметров это, конечно, не особо достаточно для того, чтобы разместиться двухметровому человеку. Здесь вы также можете увидеть, как идет переход черной крыши. И вот самое главное, друзья, здесь есть то, чего не хватает в моем автомобиле. Есть резинка дополнительная, которая сдерживает вам лед и влагу, которая образуется в зимнее время эксплуатации. И вот смотрите, мы закрываем багажник, и эта резинка действительно работает. Также хочу отметить, что зазор в этом автомобиле минимальный. Вот здесь расположена сама резинка, и в резинке, в принципе, остается вся наледь, и никаких проблем в зимней эксплуатации у вас не будет, чтобы открывать заднюю дверь багажника, учитывая, что здесь сервопривод багажника. То есть лед не будет для вас препятствием в этом автомобиле. Также могу сказать, что в автомобиле здорово сделаны двери, они полностью штампованные, и здесь также дополнительно есть резиновый уплотнитель, который сдерживает всю влагу и грязь, и, конечно же, благодаря нему он вентилируемый. Здесь у вас всегда будет чистый порожек, и ваши пассажиры не будут пачкаться за эту часть автомобиля. Тоже большой и замечательный плюс. Автомобиль корейский. По лакокрасочному покрытию в американцах обычно 150 микрон, но все автомобильные корейские бренды делают порядка 100-120 микрон в современных своих автомобилях. Поэтому, учитывая, что этот автомобиль не локализован, а привозится к нам из Кореи, нам приходится смиряться с корейской сборкой, конечно же, с повышенной ценой, так как автомобиль в России не локализован. Но от этого мы получаем вот такой вот твердый пластик в автомобиле. И что очень не понравилось в автомобиле, опять же, это вопрос к твердому пластику. Постоянно что-то где-то натирает. Здесь у нас все нормально, но боюсь, что когда мы едем по неровным дорогам, вот этот пластик, он ходит. Ну, во многих автомобилях, в принципе, здесь расположен твердый пластик. Но где-то в автомобиле он гуляет. То есть, кстати, могу обратить внимание, что вот в автомобиле панорамная крыша, черный потолок, который выглядит очень эффектно.
прям замечательно. Вот небольшой скос от панорамы. Но, кстати, вот удивительно, да, то, что здесь, наверное, производитель рассчитывал на какую-то дополнительную полочку, которую сейчас я не вижу, и свет расположил сбоку. Хотя, мне кажется, вот многие корейские бренды делают тот же самый Tucson первого поколения, либо Kia Sorento, плафон сверху, когда это будет намного удобнее, чем сбоку. Вот, и поэтому у нас в этой части образовался какой-то шум при езде по неровностям. И вот мы пытаемся определить, где же, что же скрипит в этом автомобиле. Так как зимой пластик у нас твердый, и, к сожалению, он начинает из-за морозов скрипеть. Также обратите внимание, двойной уплотнитель на кромке двери. Здесь еще есть вот такой дополнительный велюровый, который действительно собирает всю пыль, грязь и влагу. В автомобиле полностью штампованные двери, но, конечно, твердый пластик. И есть подогревы заднего сидения, включение. Вот такие старомодные блокираторы для замков, но из плюсов есть полностью окантованный пластик, чтобы вы не видели металлическую кромку. Для пассажиров это большой плюс. И вот так выглядит передняя часть автомобиля. Передняя дверь. Также полностью твердый пластик. Учитывая, что задняя карта была полностью пластиковая, здесь у нас есть небольшой комбо. И здесь расположен вот такой вот материал из эко-кожи. И, кстати, с очень даже ровной строчкой. Действительно, это за строчку отдельный плюс. Здесь мы видим дополнительно глянцевую марковую вставку. Надеюсь, она не будет царапаться в этой части. И также полностью скрытый дополнительным вот этим пластиковым кожухом внутренняя рама двери. И действительно это радует. Что удивительно, в автомобиле полностью автоматические стеклоподъемники, но эти стеклоподъемники полностью автоматические только на пускание стекла. Для того, чтобы закрыть его, вам придется зажимать стеклоподъемник на закрытие. Авторежим есть только у водителя. Ну, это такая вот своеобразная экономия от корейцев. Но из плюсов, конечно, как вы видели, полностью заднее стекло может опускаться вниз, и никакого дополнительного стекла вы не сможете здесь увидеть. Это, конечно, однозначно плюс. Здесь же, друзья, в автомобиле вы сможете увидеть царство Hyundai Creta, либо Kia Seltos. Опять же, здесь нет дополнительного канта для уплотнения. Возможно, не в этом классе, в этом автомобиле, но многие производители уже за эту цену здесь ставят уплотнитель, чтобы сюда ничего не залетало. Но, с другой стороны, если быть честным, я здесь ничего не вижу из инородностей с дороги. Здесь очень грубо расположили вот этот вот пластиковый кожух. Но плюс того, что он пластиковый, здесь никакой ржи совершенно не будет. Ну, если сравнивать с китайскими, конечно же, автомобилями. Здесь, но крепится он на вот эти дополнительные болты. Мне кажется, немного грубовато сделано. При этом вы видите формовку двери. И, честно, мне кажется, что корейцы действительно, изготавливая этот автомобиль, проектируя, смотрели на Hyundai Creta, Kia Seltos. Действительно, силуэт очень схожий. Те же самые стекла, как я уже говорил, KAC используются в этом автомобиле. Так, давайте мы с вами сделаем как раз такой тест. Да, двери у нас все-таки, к сожалению, при закрытии, если окно не закрыто до конца, двери у вас будут у вас издавать вот такое вот неприятную симфонию. То есть, если вы хотите приоткрыть немного окно и поехать по бездорожью или по каким-то обычным нашим российским дорогам, то будет дребезг от стекла. Но зато могу сказать, что вот эти пластиковые канты закрывают ваш металл. Здесь не пленка, здесь реально пластик и очень хороший, качественный уплотнитель из твердой резины также закрывают часть дверей. То есть этот автомобиль сделан так, чтобы он не сгнил и прослужил максимальное количество времени для своего владельца. Также и в автомобиле есть бесключевой доступ первого поколения с помощью кнопки для того, чтобы открыть либо закрыть ваш автомобиль.
По лобовому стеклу, к сожалению, как я уже ранее сказал, что нет обогрева ни зоны покоя щеток, ни самого лобового стекла. Есть датчик света, датчик дождя, полуадаптивный круиз-контроль для того, чтобы он мог держать дистанцию впереди идущего автомобиля. Но, друзья, как вы покупаете этот автомобиль, сразу рекомендую вам заменить щетки стеклоочистителя и поставить хороший комплект щеток Valio, чтобы они у вас терли хорошо в зимнее время, потому что здесь действительно очень все хитро сделано. Также вы можете увидеть, как расположен обогрев в автомобиле. Он узенький, но направлен очень правильно. И в автомобиле, учитывая, если вы будете пользоваться климат-контролем, поток распределяется равномерно и запотевает, если вы используете авторежим, только в этой области у водителя. Здесь же, конечно, самое главное — слепые зоны в виде уголков. Как, допустим, в моем автомобиле Geely Coolray здесь все запотевает, потому что у нас очень неправильно конструктивно сделали эту часть жабо. Также еще одно интересное конструктивное решение: в автомобиле нет соосности по отношению сидения к рулю. Руль расположен чуть левее, если смотреть извне на автомобиль. И, конечно же, друзья, мой любимый уплотнитель между крылом и дверью. Здесь установлен пластиковый уплотнитель с небольшой губочкой. Губочка комбинирована, немного собирает влагу, но, я думаю, пластик старается ее как-то сдерживать. Ну и, друзья, как вы помните, в своем автомобиле я обнаружил ржавчину на Geely Coolray. У кого-то из владельцев вообще не был прокрашен каркас сиденья. Давайте посмотрим, как здесь. Мы видим полностью прокрашенный каркас, заводские наклейки, сделано все хорошо, но небольшие следы все-таки имеются, но их очень мало. Все равно сделано все очень хорошо, но маленький налет при этом, конечно же, есть. В заднем части автомобиля вы можете увидеть подсветку, панорамную крышу и, конечно же, центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Сделан он из матового софт-тач пластика. Кожа в автомобиле максимальной комплектации комбинирована из натуральной и эко-кожи. Несмотря что автомобиль корейский, здесь есть кармашки на обоих сиденьях. Снизу вы можете увидеть один обычный USB Type-A и Type-C разъем. К сожалению, на подлокотнике нету никаких дополнительных дефлекторов вентиляции. Также все подголовники регулируемые по высоте, и спинки сидений не регулируются по наклону, но зато трансформируются в ровный пол. И вот такое вот решение интересное: чтобы ваш ремень не брыкался при транспортировке, вы можете его вот за это крепление таким образом зафиксировать. Но лучше так, чем вообще без каких-то либо органайзеров. Здесь также есть дополнительные ниши, и допустим, в китайских брендах кладут такие вот резиновые накладочки, чтобы с легкостью вычищать грязь и сопутствующий мусор. Но здесь, к сожалению, как обычно, идет экономия. Сказал ранее, в автомобиле полностью кожаное сиденье, комбо из натуральной и эко-кожи. И за 7000 вы можете увидеть, как немножко изнашивается вот эта часть подушки. Также есть заломы, но это, в принципе, на многих автомобилях, и это не критично. Самое главное, что даже с моим весом около 100 килограмм здесь не такие сильные замятия, как, допустим, в моем автомобиле, где эко-кожа очень тонкая и очень мягкая. Здесь более жесткая и, я думаю, более износостойкая. Здесь также вы можете увидеть 6 подушек безопасности в автомобиле и более удобные регулировки водительского сидения. У пассажира, конечно, к сожалению, только они механические. Также есть регулировка поясничного упора. Акустическая система в максимальной комплектации Bose. Левый водительский блок выглядит таким образом. Также нету никаких резиновых дополнительных вставочек. И вот так выглядит пластиковая вставка, глянцевая. И да, действительно, здесь можно увидеть вот такие царапины. Давайте мы посмотрим автомобиль с другой стороны. И что мы с вами сможем здесь увидеть.
так как здесь очень твердый пластик, который, да, вот так может хрустеть, поэтому я не люблю автомобили с жестким пластиком. Есть центральный тоннель в автомобиле, но помимо того, что зимой при минусовых температурах он может скрипеть, он очень сильно царапается. Поэтому за ним придется ухаживать и следить за его состоянием. Фары. Очень выглядят здорово воздуховоды. Такой интересный матовый яркий цвет. Центральный подлокотник. Здесь наконец-то есть дополнительная резиночка. И к нему же, конечно, идет дополнительный органайзер. В бардачке, к сожалению, нету света, освещения. Пассажирское сиденье. Здесь вы можете увидеть, что есть небольшие замятия на спинке сиденья и в области попы. Но, в принципе, они не такие сильно критические. При этом, я думаю, главное, что они рваться не будут. Также здесь ткани вам сделали, чтобы они не натирали. Правильное решение. А сейчас вы также можете увидеть то, что глянец здесь не простой, а немножко с каким-то таким эффектом графита. Он не так сильно царапается, как, допустим, например, в том же черри. Но царапины, конечно, могут быть. При этом сделан из очень более дорогого. Ну, скорее всего, он еще покрыт дополнительно лаком. Ну, царапины, конечно же, присутствуют. С этим сделать ничего не получится. В автомобиле есть дополнительная ниша для беспроводной зарядки. Вот такая дополнительные сеточки. Сеточки сделаны из твердого пластика. Очень круто выглядит действительно в данном автомобиле. Двухзонный климат-контроль и большая мультимедийная панель, головное устройство с матовым антибликовым покрытием. За это большой плюс. По сверчкам в автомобиле, в принципе, особо сильно не выявлено, кроме того, что есть в багажном отсеке небольшой интересный сверчок. Но местами есть такие моменты. Ну ладно, друзья, это, конечно же, я придираюсь. Очень круто сделан главный центральный блок управления светом и панорамной крышей. Здесь очень элегантно расположен аэроглонасс. И вот такие дешевенькие, как в АвтоВАЗе, козырьки. Кстати, никаких болтов здесь мы не видим. И обычная подсветка, 2 лампочки накаливания. Они из дешевого материала и закрывают на 60% вам боковое солнце. Жалко, что нет дополнительных секций, как это делают корейцы в других своих автомобилях. Из плюсов можно отметить, что есть регулировка по высоте и ремня безопасности и регулировка по высоте подголовников. Назад-вперед они не ездят. Также вы можете видеть очень крутую панорамную крышу. И здесь можно увидеть, что это делает компания GM на мощностях Fuyao Glass. Зеркало заднего вида с автозатемнением и очень красивый руль. Покатый снизу и с дополнительной перфорацией по бокам. Из натуральной кожи, но, к сожалению, строчка очень кривая. Здесь вы можете прям досконально видеть, здесь даже они не обрезали, но при этом, в принципе, тактильно ощущения замечательные. 7000 пробега, износа, в принципе, не видно. Есть складывание зеркал. Опять вот этот марки глянец. Дорогие друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Поставьте лайк этому видео, пожалуйста, если оно вам понравилось. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал, чтобы следить за новыми роликами и хронологией событий по этому автомобилю. Chevrolet Trailblazer. Автомобиль мне действительно очень понравился. Обалденная динамика, замечательная управляемость и, конечно же, полный привод. Дорогие друзья, всем огромной удачи, здоровья и пока.